Сегодня я хочу показать вам в этом видео одну мою блиц-партию. Она была сыграна за доской. Вчера во время турнира, это был блиц-турнир, крупный, с хорошим призовым фондом. Было 8 призовых мест. Играли 4 гроссмейстера. Я так понимаю, что первая доска сборная Армении играл Шан Сарксян. Другие гроссмейстеры, может быть, тоже входили в сборную, кто-то из них. И было 9 туров, я набрал 6,5 очков из 9, занял 11 место. Не хватило совсем немножко до призовых, призовое последнее место было 8. Вот. Предыстория вообще этого турнира такая, что я не очень хорошо играю в быстрые контроли. И последнее время я понял, что быстрые контроли имеют важное значение. Это большая такая тема, длинная. И я начал искать методы и способы, как усиливаться именно в этой сфере, и онлайн, и за доской. И мне кажется, какие-то секреты я накопал, я начал их применять. Мне удалось один Rapid турнир за эти последние полгода выиграть. Может быть, не с очень впечатляющим результатом, но тем не менее. Там играли гроссмейстеры, мастера. Но с таким коротким контролем за доской 3+2 я не играл. Не играл в эти полгода, когда я начал практиковать эти секреты. И мне было очень интересно, работают ли они в этой сфере. Вообще заявленным я был 16-м по рейтингу, по уровню, занял место 11. То есть это показывает, что я немножко лучше выступил, чем моя сила игры, скажем так, чем оценивалась моя сила игры. Вот, это партия с Минуа Акобяном. Я надеюсь, что я правильно его фамилию произнес. Мы уже с ним играли французскую защиту. Один раз я встречался с ним за доской, это была классика, приблизительно 3 года назад. Мне удалось тоже выиграть, очень хорошая партия, поучительная такая. Это была первая партия, наверное, после 10 лет вообще. Я не играл 10 лет в шахматы, в классические, и вот мы встретились за доской. Это наша вторая встреча уже в блице. Чем он известен? Он известен тем, что, во-первых, это талантливый армянский шахматист. Я не знаю, сколько ему лет, но он очень молодой, и у него уже высокий рейтинг, наверное, по 2300, классический ФИДЕ. И он известен тем в интернете, что он, в принципе, довольно неплохо играет в быстрые контроли. Мы играли как-то с ним матчи на ческоме, на личесе, и я проигрывал ему. По матчам я проигрывал, и в буллит, возможно, в блиц тоже, не помню точно. Это была хорошая его возможность взять реванш, но в этот раз ему не удалось. Эта партия – это единственная награда, которую я получил в этом турнире. Наградой был результат, которым я, в принципе, доволен, учитывая то, что я не блицор, быстрый контроль – это явно не мое было в прошлом. Таким результатом в турнире я вполне доволен, для меня это успех. Но вот эта партия, она была такая подарок под завершение турнира. Почему? Потому что я потратил на нее меньше минуты, и я был удивлен, что так вообще можно играть быстро. В остальном она просто немножко красивая, есть один красивый удар в ней. Ческом показывает, что там 2 бриллиантовых хода. Но в целом ничего такого сверхвпечатляющего. Просто такой интересный вариант во французской защите. Значит, мы начали французскую защиту. В прошлый раз Минуа в классику играл конь c6. Здесь он решил сыграть c5. c5 я побил. Я в основном, наверное, играю конь d2 на французскую. Вот этот вариант Тараша. Здесь интересный ход ферзь d7. Наверное, самый точный теоретический ход, самый лучший. И затем я применил такую разработку странную. Не помню, у кого я это увидел. Возможно, у Алексея Решетникова видео, у международного мастера. И очень такая интересная. Алексей мой друг, мы много очень общаемся, и, возможно, у него я подсмотрел эту идею, но, может быть, он показывал какой-то другой порядок ходов, а может быть, этот, я не помню точно.
Но сама идея мне понравилась, поставить слона на b2, чтобы он так вот очень хорошо здесь работал, не спешить с отыгрыванием этой пешки, а отыграть ее максимально агрессивно с нападением как-нибудь типа на ферзя там, то есть использовать каким-то образом положение ферзя. На мой взгляд, это единственная возможность, ну, может, одна из немногих возможностей получить какой-то в этом варианте перевес за белых. В целом вариант оценивается как равный. Вот слон c5, рокировка и g4. Ну, ход очень такой. Наверное, вот до этой позиции мы доиграли. Я не помню, потратил ли он какое-то время. Я не потратил времени вообще. У меня было 3 минуты 4 секунды на часах. Вот, то есть это мы простреляли просто все, 12 ходов. И g4, чем ход интересен? Под блиц. То есть я стараюсь как-то, ну хотя бы, может быть, сделать вид, что я хочу нападать. Психологическое такое оружие. Атаковать в блице это очень важно играть быстро и очень важно играть, как бы навязывать противнику свою игру. Вот. Минуа пошел ферзь d7, я отошел от размена слонов, мне не хотелось менять как-то слонов этих. Он пошел конь d5, здесь на секундочку я так оторопел, может быть потратил здесь, не знаю, 20 секунд. Мне стала позиция как-то не нравиться. Почему? Потому что, ну, грозит какой-то ход конь c3. Вот, неприятный довольно. Я подумал, что, наверное, ничего лучше. Не, ну, может быть, такой ход тоже был, да? Такой, может, там, с идеей как-то так, потом сюда. Вот, ладья g1. Вот, но я почему-то подумал, что ничего лучше здесь нет, чем взять, разменяться и перейти вот в такую позицию. Ну, я ее считал типа поприятнее, на самом деле вообще здесь, похоже, ничего нет. После конь c6, например, точно ничего нет. Вот. А после слон бьет g4, ну, опять же, тоже ничего нет у белых, но, по крайней мере, какая-то психологическая инициатива на стороне белых. Я пошел ладья g1, здесь черные допустили ошибку, можно сказать, просмотр, зевок, слон d7. Черные быстро пошли слон d7. Надо было, конечно, пойти h5. Можете поставить это видео на паузу и попробовать найти следующий ход. Он не такой сложный. Это первый бриллиантовый ход в партии. Он очень симпатичный. Это ход конь e6. Вот такой замечательный ход. Если взять пешкой, то будет шах. Да? Ну, давайте посмотрим этот вариант. Шах, шах и съели. То есть у белых остается лишняя фигура. Поэтому черные взяли слоном. Ну, не брать противопоказано, потому что грозит ладья бьет g7 и конь бьет c5. И здесь, до того, как я пошел конь e6, конечно, я рассчитал такой вариант. Ладья g7. Вот в этой позиции тоже можете остановить видео и попробовать угадать следующий ход. Он очень тоже симпатичный, хотя ни ческом, ни личес не дают ему никаких там восклицательных знаков. Это ход слон f6. Мне очень понравилось, что я нашел этот ход. Здесь есть интересные варианты. Попробуйте найти, что будет на ход конь g8. Это простой вариант. Попробуйте найти, что будет на любой другой ход в этой позиции, типа h5 или там, не знаю, какой-то еще ход. Черные пошли слон d4, я взял. И на конь f5. Еще один бриллиантовый ход. Попробуйте, тоже можете остановить видео, попробовать найти этот ход. На самом деле после конь f5 партия уже завершается форсированным матом. То есть здесь уже есть форсированный мат, по-моему, в 7 ходов или в 6 или в 7 ходов. Не помню точно во сколько ходов. Вот, может в 5. Ну, так или иначе, после хода ладья g8 черные сдались. 22 хода. Вот такая партия. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще про эту партию. Можете поделиться, как у вас вообще с быстрыми контролями. Вот. Ну, надеюсь, это было полезно и интересно.